Всем привет, дорогие друзья, с лесного домика на реке. Новый выпуск. И прямиком мы отправляемся с вами в прекрасный лес. Пока проветривается баня, наполняется теплыми потоками солнышко, мы пойдем смотреть, что же творится в весеннем лесу. Сегодня повезло с погодой. Очень солнечный день, немножко ветрено. Поэтому, если будет задувать камеру, то уж извините, бывает. А пока я смотрю, расцвела груша в лесу. Посмотрите, какая красота. Вот она какая, нарядная. А запах понюхаем. Ой-ой-ой-ой-ой, какой прекрасный запах. Вот она, прекрасная весенняя пора. Деревья одеваются в красивые цвета, радуют нас. И плюс пение птичек. Шикарно. Вот, знаете, как давно по лесу не гулял, как сидел, так сказать, дома, домоседом всю зиму, то только выбрался в лес, что называется, сделал пару шагов, уже какая-то такая отдышка с непривычки. Вы представляете, как тело забывает нагрузку, пусть даже приятную, и как по новой включиться в ритм, уже какие-то усилия надо прикладывать. Вот, друзья, кажется, лесной домик на реке расположен где-то глубоко-глубоко в середине, так сказать, далекой от цивилизации людей. Но тем не менее, вот вы видите, я иду по дорожке, а рядом прокопана свежая антипожарная траншея. И причем она прокопана точно так же и с этой стороны. Вы видите, насколько смотрят за лесом лесники. Молодцы. Вот прям гордость берет. Уже очень хорошо расцвела малинка. Большие-большие уже листики, молоденькие, сочные. И в этом году, я думаю, будет очень хороший урожай лесной малины, потому что в прошлом году малина в лесу отдыхала в моей области. Поэтому я думаю, что в этом году она даст хороший результат. Такие нежные листики. Красота какая. Сегодня первый раз иду тропой, которой гулял последний раз в прошлом сезоне. И вы знаете, такая радость берет, какая-то такая на душе, приятно становится. И само собой, незаметно лес начинает как-то так вот наполнять какими-то такими силами, и при этом в то же время расслабляет все какие-то такие психологические напряжения, какие-то такие вопросы, которые я крутил в голове. Побежал. Где-то вот здесь совсем недалеко косуля. С меня ростом, я где-то 1,85 м. Вот прям 10 от меня была. И, наверное, убежала. Ох, неожиданно. Они обычно чувствуют. А сейчас, видимо, ветер дует не в их направлении, и она меня просто не учуяла. Я даже сам не ожидал, что так близко будет косуля. Ух, аж дыхание перекрыло. Ну, пойдем дальше. Совсем скоро на соснах проснутся вот эти вот почечки, которые зацветут красиво, и мы будем собирать ихнюю пыльцу, очень-очень полезную для нас. А вот посмотрите, какие молоденькие, малюсенькие листики у березки.
Она только-только начала просыпаться. Только-только-только. Мы застали самое раннее ее пробуждение. Красоты такой. Друзья, я вот тестирую новую камеру. И интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как качество картинки, изображение, яркость, сочность, цвета, как звук, хороший ли звук, и как это изображение по сравнению с прошлыми выпусками «Художник в деревне», где я снимал на привычную свою камеру. Просто хочется понять, как дальше снимать, чтобы вам было максимально комфортно смотреть выпуски и ваше погружение в лес было плавным, глубоким и очень приятным. Пока идешь в тени, то ветер холодный такой задувает. Но как только выйдешь на светлое пространство, вот совсем скоро появится светлое пространство. А пока вот я смотрю, здесь след очень мощный. Вы видите даже, да? Моя ладонь 10 сантиметров, вот след 10 сантиметров. Копыта. Вы представляете, какие лоси здесь ходят? Как я и говорил, мы сейчас выйдем на солнечную часть леса. И особенно приятно, когда светит солнышко тепленькое, весеннее. И за день под этим солнышком нагревается хвоя лесная. И она начинает издавать такой приятный аромат. И вот закрываешь эти глаза свои и наслаждаешься теплотой первых теплых лучей весеннего солнца, вдыхаешь аромат этой хвои и просто улетаешь в космос, насколько это все прекрасно и гармонично. Душа радуется, раскрывается, полный восторг. Словно дерево в снегу. Настолько красиво. Два слова скажу о реорганизации канала «Художник в деревне». В общем, новые выпуски переезжают на другой канал. Когда-то я его заводил и оставил отлеживаться. На том канале уже есть большая подборка старых выпусков «Художник в деревне». И все выпуски последующие после этого будут уже сфокусированы на том канале, поскольку, как я убедился и изучал тему, вот на данном канале, на котором мы сейчас находимся, у меня мешанина из разных тем. И рисование, и художник в деревне, и постройки, и знахарство, и лекарство. И вот тут кто-то съел птичку. Перышки такие вот. Много-много перышек от птички осталось. Так вот, алгоритм Ютуба на этом канале не понимает, какой аудитории показывать выпуски «Художник в деревне», и поэтому он просто не дает показы. А вкладываться в видеоролики, которые отнимают много времени, сил, эмоций, монтажа, вкладку денег в оборудование и прочее, то, честно говоря, не хочется снимать ради 1000-2000 просмотров. Вот говорю как есть, друзья. Не обижайтесь, но
Лучше я просто так погуляю по лесу. Это мне доставит больше удовольствия. Вот. Кстати, вот я иду и вот вижу на вырубке вот такая палка с чем-то таким вот нарисованным. И рядышком еще одна палка на вырубке. Я не пойму, почему и для чего вот такие палки устанавливают. Может, кто-то из нас лесник и подскажет, для чего делаются вот такие вот палки во что-то яркое, погруженные. И вот они прямо идут вот этой линией. Вот там палки продолжаются. И это как будто что-то разграничивает. Вот целая линия получается. Раз. И вот прямо вот как я рукой показываю, так эти палки установлены. Это для чего? Сейчас с вами пройдем очень такой интимной тропой, по которой мало кто ходит, потому что она узкая, заросшая, но здесь есть пару красивых мест, очень таких приятных, так сказать, интимная тропа для избранных. И сейчас я вас по ней проведу. Попутно продолжу. Я вас не бросаю, выпуски будут пока что выходить на новом канале. Ссылочку на тот канал я оставлю в описании к этому видео и в первом прикрепленном комментарии. Вот на этом же канале будут выходить выпуски с уклоном на оздоровление. В общем, поджало у меня было здоровье конкретно. И пришлось серьезно заниматься, искать методы, как все это восстанавливать, излечивать, очищаться. И хорошие результаты достигнуты. И я думаю, почему не делиться с людьми пользой, чтобы они точно так же быстро восстанавливали свое здоровье, очищали тело и омолаживались, можно так сказать. Поэтому на этом канале будут выходить выпуски, как и раньше выходили, о самовосстановлении и исцелении тела. Некоторые выпуски я уже в ближайшие дни открою, которые были закрыты, доступ к ним. Вот. Также будет канал, продолжу вести с расслабляющей музыкой перед сном. Психологический фактор скопленного напряжения за день. Кстати, вот сейчас пойдем туда и той дорожкой. Посмотрите, какая красивая там открывается панорама. Ну, в общем, что тут говорить. Все будет написано в описании. Просто смотрите этот ролик и читайте описание под роликом. А я пока вас поведу по красоте. Вот тут деревья все стройные, красивые, как солдаты маршируют словно. А вот эта вот вырубка, я когда здесь в прошлом году гулял с утра, я здесь делал зарядку. Вот просто, я не знаю, какое-то магическое место. Это не описать словами, но это можно почувствовать душой, что, знаете, как говорят, место силы. Вот, скорее всего. Это ближнее понятие к этому месту, чтобы его описать. А вообще, друзья, я очень благодарен моим подписчикам, уважаемым и любимым, за ваши прекрасные душевные комментарии и очень полезные. Вот в последнем видео был один комментарий, чтобы я почистил боровик, ну по-разному называют, в общем, трубу в дымоходе. И я так подумала, когда же я последний раз чистил трубу-то? И оказалось, я ее чистил всего один раз с момента покупки. И
обустройства дома, а это как бы рекомендовано 2 раза в год чистить за сезон. И вот я благодарен за напоминание. И в новом выпуске, в полноценном на новом канале, там как раз таки и все это будет происходить. Плюс будет ремонт печи русской. Не ремонт, а улучшение. Вот. Ну и тоже большие планы на новый сезон «Художник в деревне». Но опять-таки, друзья, без ваших комментариев и лайков канал не пойдет, потому что алгоритм его не пропустит дальше. Он сочтет, что людям это не интересно, если они не лайкают и не подписываются. Ну и комментарии, если не ставят. Поэтому мы друг от друга завязаны. Совсем скоро будет разделение этой дорожки на 2 дороги. Одна будет вести коротким путем к дому, а вторая более длинный круг делать через поле. А вот здесь вот по этой стороне, если пройти несколько вот таких вот просек, там такое вот то ли болотце, то ли что, ну, в общем, тоже интересная местность здесь находится. И что меня всегда удивляло, ну, уже даже сейчас, наверное, не удивляюсь, что в лесу, в хвойном лесу растет возле дороги яблоня. Вот эта яблонька. И она уже только-только начинает выпускать молоденькие листики. Хотя на участке в городе и на лесном домике уже зацветает яблонька и груша. А здесь вот эта яблонька стоит в тени, и она чуть-чуть позже пустит свою красоту. И вот что интересно, мы сейчас с вами выходим на очередную вырубку, и здесь точно так же установлены данные палки стройной линией. Вот, если вам видно, эта камера не приближает, поэтому не могу показать, но надеюсь, вам видно, что стройной линией идут вот эти вот палки. Для чего? Прям очень интересно. А вообще, друзья, лесной домик на реке полон каких-то мистических чудес. Я вот которую неделю не могу найти разгадку, как так произошло, что на 2-м этаже, на чердаке лесного домика лежат, ну, скажем простым языком, какашки какого-то животного. Хотя никак оно попасть из дома не могло туда, на чердак. И окно на чердак тоже закрыто. Но с другого фронтона есть небольшое окошечко. Куда оно могло залезть? Прямо, но как оно могло на 2-й этаж залезть? 6 метров. Ну, я вот как-нибудь в следующем выпуске покажу вам. А пока покажу вам чудесные цветочки, первоцветики, которые я вижу в лесу. Садится, друзья, камера. Поэтому, скорее всего, увидимся уже в новом выпуске, на новом канале. Желаю вам процветания, всего самого лучшего, здоровья, счастья, чтобы хотелось жить, дышать полной жизнью, наслаждаться этой жизнью. И быть добрым, быть терпимым, быть отзывчивым.